Здравствуйте, друзья! Меня зовут Инна, это канал Speakeasy. На этом канале я записываю видео, которые помогают изучать английский язык. Мы продолжаем читать роман «Переводчица» The Interpreter by Charles Randolph, Part 14. Сразу давайте посмотрим, какие слова встретятся нам в этой части. Search – поиск. Meet, met, met – встречать. Order – приказывать. Find out – выяснять. Knock – стучать. Calmly – спокойно. Towel – полотенце. Throw, through, thrown – кидать, швырять. Pick up – брать, подбирать. Reach – достигать. Step out – выходить. Unshaven – небритый. Tiredness – усталость. Lose, lost, lost – терять. Silence – молчание. See, saw, seen – видеть. Теперь переходим к самому тексту. В этой части мы прочитаем с вами полностью 6 главу. Итак, начинаем. Читаем и переводим. Chapter 6. The Search for the Cleaner. 6 глава. В поисках уборщика. The following morning, Tobin met Rory Rudd in the UN building. На следующее утро Тобин встретил Рори Радда в здании ООН. The door of her locker was clean, Rory said. Дверца ее шкафчика была чистой, сказал Рори. There were no fingerprints on it. На ней не было отпечатков пальцев. Somebody had a key, used it, and then cleaned the locker. У кого-то был ключ, он его использовал, а потом вытер шкафчик. We are looking for a cleaner. Мы ищем уборщика. Or another interpreter, Tobin said. He called Doug. Или другого переводчика, сказал Тобин. Он позвонил Дагу. Go down to the interpreter's restroom and talk to the cleaner, he ordered. Сходи в комнату переводчиков и поговори с уборщиком, он приказал, или он отдал распоряжение. Take somebody with you. Возьми кого-нибудь с собой. Find out about that locker. Выясни все об этом шкафчике. An hour later, Doug and another agent, Russell, were trying to talk to the cleaner. Час спустя Даг и другой агент Рассел пытались поговорить с уборщиком. Did you clean around these lockers yesterday? Russell asked. Вы убирали вчера помещение, где находятся шкафчики? Спросил Рассел. The Portuguese cleaner didn't understand the question, so Russell asked him again. Португальский уборщик не понял вопроса, поэтому Рассел спросил его снова. The cleaner shook his head. Уборщик покачал головой. I wasn't working, he said slowly. Я не работал, сказал он медленно. Yesterday Jamal worked for me. Вчера Джамал работал вместо меня. Russell looked at his papers. Рассел посмотрел в свои бумаги. Judge Jamal, he said. He lives in Crown Heights. The two men left the UN. Judge Jamal, сказал он живет в районе Краун Хайтс. И эти двое вышли из здания ООН. Soon they were in Crown Heights, running up the stairs to Jamal's apartment. Вскоре они были в районе Краун Хайтс и взбегали вверх по ступенькам к квартире Джамала. They knocked loudly on the door. Они громко постучали в дверь.
The well-dressed African opened the door and looked calmly at the two agents. Хорошо одетый африканец открыл дверь и спокойно посмотрел на двух агентов. He wasn't wearing a jacket, and he was holding a towel in his hand. Он был не в пиджаке, и в руке он держал полотенце. Doug showed his security card. Doug предъявил свое удостоверение личности. Secret Service, he said. Секретная служба, сказал он. We want to talk with Mr. Jamal. Мы хотим поговорить с мистером Джамалом. The well-dressed African smiled and shook his head. Хорошо одетый африканец улыбнулся и покачал головой. He doesn't understand English, Russell said to Doug. Он не понимает английского, Рассел сказал Дагу. Doug tried again. Doug опять попытался. He showed Jamal's picture to the African. Он показал фотографию Джамала этому африканцу. Does this guy live here? Вот этот парень здесь живет? No, not here, the African said. Нет, не здесь, сказал африканец. He opened the door. You want to see? Он открыл дверь. Хотите посмотреть? Doug gave him a card. Doug дал ему визитку. Tell him to call this number soon. Передайте ему, чтобы позвонил по этому номеру как можно скорее. The agents ran down the stairs and out of the building. Агенты сбежали вниз по ступенькам и выбежали из здания. The well-dressed African smiled again, closed the apartment door and threw the card onto the floor. Хорошо одетый африканец опять улыбнулся, закрыл дверь квартиры и швырнул визитку на пол. Back at the UN building, Sylvia was upstairs in the interpreter's lunch room. Вернувшись в здание ООН, Сильвия была наверху, в комнате, где обедали переводчики. She picked up a newspaper and looked at the front page. Она взяла газету и посмотрела на первую страницу. There was a story about Куман-Куман in New York. Там был рассказ о Куман-Кумане, который находится сейчас в Нью-Йорке. Куман-Куман, a man of the people who now takes the bus. Куман-Куман, человек из народа, который сейчас ездит на автобусе. Suddenly Sylvia had a plan. Вдруг у Сильвии созрел план. He threw down the newspaper and ran to the door. Она бросила газету и побежала к двери. When she reached to the doors to the UN building, a woman stepped out in front of her. Когда она приблизилась к дверям здания ООН, женщина вышла перед ней. «Miss Broom», Sylvia turned surprised. «Мисс Брум», Сильвия повернулась удивленно. «I'll take you home», Dot said. «Я отвезу вас домой», сказала Дот. As they climbed into the back of a Secret Service car, they didn't notice a man watching them. Когда они садились на заднее сиденье машины секретной службы, они не заметили, что какой-то мужчина наблюдал за ними. He was unshaven, and his eyes were red with tiredness. Он был не брит, и его глаза были красные от усталости. His long dark hair was dirty. Его длинные темные волосы были грязными.
Tobin is sometimes difficult, Dot said. С Тобином иногда бывает сложно, сказала Дот. I'm sorry, he's having a bad time. Вы простите, но у него сейчас трудные времена. Sylvia didn't answer. Сильвия не ответила. She was looking out of the car window. Она смотрела в окно машины. He lost his wife. Он потерял свою жену. Did you know her? Sylvia asked. She was a dancer. Вы знали ее? Спросила Сильвия. Она была танцовщицей. Are you in love with him? Sylvia asked. Вы влюблены в него? Спросила Сильвия. Dot turned quickly and looked at Sylvia. Дот быстро повернулась и посмотрела на Сильвию. There was a long silence. Then she said, sometimes. Последовало долгое молчание. Потом она сказала, иногда. The car stopped at Sylvia's apartment, and she got out. Машина остановилась у квартиры Сильвии, и она вышла. She smiled at Dot, then she ran up the steps into the building. Она улыбнулась Дот, а потом забежала вверх по ступенькам в здание. A few minutes later she was sitting at her desk when the phone rang. Несколькими минутами спустя она сидела за своим столом, когда зазвонил телефон. In the apartment across the street, Dot listened to the call with Agent Lewis and Kin. В квартире через улицу Дот вместе с агентом Льюисом и Кингом слушали этот телефонный разговор. Hello, Sylvia said. Sylvia, it's me, Philip. Алло, сказала Сильвия. Сильвия, это я, Филипп. They spoke quickly in French. Then Sylvia put down the phone. Они быстро разговаривали на французском. Потом Сильвия положила трубку телефона. She picked up her coat and left the apartment. Она взяла свое пальто и вышла из квартиры. I'll follow her, Kin said. Я прослежу за ней, сказал Кин. Sylvia ran into the street and climbed onto her motorcycle. Сильвия выбежала на улицу и села на свой мотоцикл. King got into his car. Кинг сел в свою машину. There was a lot of traffic, but Sylvia moved quickly through it. Было много машин, но Сильвия быстро передвигалась между ними. King couldn't follow her. He called Dot. Кин не мог поспевать за ней. Он позвонил Дот. I lost her, he said angrily. Я упустил ее, сердито сказал он. He drove through the streets, and then he saw her. Он ездил по улицам, и потом он ее увидел. Ну вот это видео подошло к концу, и я прощаюсь с вами до новых встреч.